Добрый вечер, это Михаил Лобковский. Тема сегодня интересная, непростая. Мы поговорим о том, что такое депрессия, что такое состояние, похожее на депрессивное, в чем между ними разница. А как быть, если у человека упадок сил, или, например, у него вдруг появляется какое-то отсутствие желаний. Что это такое? Куда, кстати, идти с такими проблемами? Вот такая у нас сегодня тема. Так как у нас многие граждане занимаются самолечением, сами у себя находят заболевания и сами лечатся, мы даже знаем, как лечиться, в основном водкой, то есть о чем поговорить. Мы с Александром сегодня. Александр, добрый. Добрый вечер. Вечер, да, с Кирсаном. Слушайте, у нас половина станции как это называется, у половины станции отпускная депрессия, у половины послеотпускная депрессия. Да, но, кстати, тоже играет большую роль. То, что сейчас Александр сказал, большую роль играет наличие или отсутствие витамина D, или, как говорят санэпидемстанции, уровень солизации. У нас низкая солизация, имеется в виду, что очень мало солнца. А сейчас, кстати, вопрос на засыпку. Александр, сколько солнечных дней в году в городе Москве? Назовите любую цифру. Я думаю, 60 это максимум. 3. Да ладно. Хочешь сказать шоколадно? Да. Нет, ну как-то побольше. Я не шучу ни разу, рассказываю. Солнечный день считается день, в котором нет облаков вообще. То есть вот просто синее небо и белый пароход. Не, у нас всегда облачно. Вот, 3 дня в году. А есть же страны, где 300 дней в году, 200 дней в году, и даже пусть будет ваши 60. Но там нас нету. Там нас нету. Хотя я тут недавно на лекцию ко мне подошла женщина из Исландии. Приглашала очень на лекцию в Исландию. Вот, а у них солнца вообще нету. В таких странах, мало солнца. Не то, что нету, есть, но мало. Как Исландия, как Норвегия. Они, бывает, подсвечивают улицы фонариками разными. У них, типа, такая все время иллюминация, чтобы хоть какой-то... они такие суровые ребята. Да, суровые, кстати, да. Пообщался я на Мундиале, слушайте, они даже еще покруче русских в плане суровости. Жесткие, да, парни? Да, добродушные все равно. Вот. Поэтому, друзья мои, депрессия, это, мне кажется, в России наше второе имя. Потому что мы разберемся, почему. Я так сразу тоже сказать не могу, почему, но думаю об этом. Кстати, у меня тоже были депрессии, особенно в юности. Я, например, когда был студентом, что такое депрессия или упадок сил при депрессии? Я выходил, у меня такая была остановка 107-го автобуса на Драгомиловской. Он очень редко ходил. И если он 10 минут не ходил, во-первых, я его ждал, сидя на тротуаре, потому что мне облом даже стоять было. Мне было всего, 17 лет. Вот. То я вообще возвращался домой, ложился спать. Это называлось юношеская депрессия. Но давайте все не в одну кучу, давайте все подробно. Ваши вопросы, мои ответы. Здрасте. Говорите в прямом эфире. Здравствуйте, я в эфире. Да. Меня зовут Юрий, я из города Дивногорска. Какого города, Юрий? Город Дивногорск. Дивногорск, это где Дивногорск? Это рядышком с Красноярском. Вот. На севере, да? Да. И если у меня есть секунд 30, я хотел вот маленькую свою историю рассказать, если можно. Ну, давайте, если она маленькая, попробуем. Мне 28 лет, и до 26 лет я никогда не лежал в больницах. Я почти никогда не болел. Постоянно была работа, и как у нормального человека, в принципе. Потом я сильно заболел, и в нашей больнице 2 раза мне посчастливилось, так сказать, побывать в реанимации. Вот. И мне так там полечили с легкими, с бронхитом, что я человек восприимчивый, и после этого у меня появилось такое, что я стал бояться всего. Бояться пойти в лес, потому что вдруг скорая не приедет. И на фоне этого уже в этом году я, получается, не могу уже 2 года выйти из такого состояния. Меня, получается, сейчас у психиатра 2 месяца лечили таблетками разными. И суть в том, что на данный момент, в данном отрезке моего жизни, что и врачи мне особо не помогают, потому что я работать не могу, так как я разнорабочий, и купить сейчас не могу себе препараты,
чтобы просто пойти на какую-нибудь стройку работать, потому что у меня начинается одышка. У вас панические атаки, да? Да, панические атаки. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вам нужно, может быть, даже не с психиатра начать, потому что здесь проблема может быть решена с психологом, который возьмет вас за ручку и вместе с вами будет отходить все дальше и дальше от вашего дома, но под контролем специалиста. И поможет вам, у меня были такие истории в практике, и поможет вам преодолеть страх. Потому что вы попали в такую ситуацию стрессовую, с которой психика не справилась, и теперь, видите, у вас в качестве, так сказать, постреакции страх и паника. Друзья мои, я хочу сразу оговорить один момент, одну деталь. Я не собираюсь лезть на территорию медицины. Депрессия в клиническом смысле – это не психология, это психиатрия. Дайте я вам объясню, что это такое. Депрессия в клиническом смысле – это нарушение метаболизма нейромедиаторов в коре головного мозга, таких как норадреналин, допамин, серотонин. Вот когда они по разным причинам, или в результате стресса, или какая-то генетическая проблема, бывает по-разному, вырабатывается не в том объеме, в котором они нужны для поддержания психики, для поддержания настроения и душевного состояния, чтобы вы понимали, вот все эти серотонины, допамины, норадреналины, они отвечают за наше состояние и настроение. Когда их там, скажем, нехватка, да, какого-то из них вещества, человек чувствует грусть или раздражительность, или агрессию, или тоску, или он вообще лежит зубами к стенке и перестает. Вот одно из проявлений, например, клинической депрессии, когда человек уже не моется, не чистит зубы, не причесывается, не следит за собой, ложится спать в одежде, забывает поесть и, например, там долго не выходит из дома. Вот это уже клиническая форма, она требует психиатрии, она требует врача. Когда у людей есть суицидальные мысли, или они разговаривают на суицидальные темы, например, человек говорит, я жить не хочу, мне все осточертело, я хочу умереть и так далее. Это опять к психиатру. На самом деле нам кажется, и ему кажется, что у него так складывается жизнь, что он жить не хочет. Но психиатрия называет это психологизацией проблемы. Давайте я вам пример приведу. Александр. Александр, да, конечно, смотрит на меня. Я просто хочу знать, если у человека панические атаки, это нужно сразу идти к врачу? Или да, но есть методика, я, правда, с ней не знаком, когда у психологов есть методика, когда какими-то упражнениями она снимается. Но если вы, так сказать, в этой теме, то вы, наверное, уже давно в интернете это все нашли. А если это не помогает, то надо идти к врачу. Потому что паническая атака – это вред. От нее, правда, никто не умирает. Люди боятся, что они умрут, но и сердце становится, нет. Но это просто вредно влияет на сосуды, на сердце и так далее. И происходит гипервентиляция легких, которая имеет последствия. Пример. Сижу я на радио, никого не трогаю, звонит девушка и говорит: Михаил, мой парень сказал мне, что если я брошу его, он спрыгнет с крыши и разобьется насмерть. Я не готова быть виновным в смерти парня, и заложником я его тоже быть не хочу. Что мне делать? Вот, пожалуйста, Александр, такой вопрос. Я отвечаю, правильно я понял, например, Виктория, что все парни, которых бросают девушки, сразу лезут на крышу? Она говорит, нет. Значит, можно предположить, что ваш разрыв не является причиной. Она говорит, он мне так сказал. Я говорю, давайте еще раз попробуем. Он сказал, что если вы, то он вот так, да? Он говорит, да. Но мы понимаем с вами оба, что он суицидальный парень, который просто хочет умереть. У него как раз депрессия в тяжелой форме. Потому что суицидальный там тяжелее уже некуда. И он ищет повод, объясняю я ей подробно. И вот ваш разрыв, это есть катализатор для него или повод для того, чтобы спрыгнуть с крыши. Хотя это может быть демонстративное поведение, он, может быть, вас пугает и так далее. Но для врача сама формулировка, если ты уйдешь, сейчас прыгну с крыши, достаточно, чтобы парня лечить. Потому что это здоровый человек говорить не будет. Даже манипулируя, даже как бы выгадывая. Например, есть такие проблемы у подростков. Когда подростки лет в 14, 15, 18, лишенные внимания родителей, хотят обратить это внимание на себя. Таблеток наглотаюсь, при этом наглотаясь таблеток, зная, что мать с работы придет в 7 вечера.
спрыгнут там из окна, ногу заносит, ждет, когда родители войдут в комнату. Почему? Это такая психология жертвы, когда ребенок хочет, чтобы его пожалели и так дальше. Вот он для этого делает. В чем трагедия? Трагедия в том, что некоторые родители пугают, но неаккуратно. Кто-то, к сожалению, соскальзывает с подоконника, а кто-то в таблеток наглотался, а мама задержалась на 2 часа на работе. Поэтому, друзья мои, если вы слышите или видите у ваших близких и знакомых, хоть какие-то мысли, рассуждения на тему смерти, не надо думать, что они вами манипулируют. Надо думать о том, что у них серьезные проблемы, и нужно вести к психологу или к психиатру. Но я могу теорию долго рассказывать, нам лучше отвечать на звонки. Есть еще? Да, конечно. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужская, смотрю, тема депрессии. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Максим. Мне 35 лет. Так. Прежде чем задать вопрос, прям маленькую предысторию. 3 года назад я расстался с девушкой, были болезненные отношения. Потом у меня умерла мама, которая долго лечилась от рака. И в это же время я потерял очень хорошую работу. То есть 3 в одном сразу случилось. Угу. Вот. У меня была, естественно, какая-то депрессия, не мог найти работу, не мог там отношения какие-то связать. И вот вроде бы прошло уже время, и сейчас у меня небольшой бизнес свой появился. Вроде бы я и уже со стрессом от потери мамы справился. Но мне теперь как будто ничего больше и не хочется. И вот у меня вопрос. Это какой-то последепрессионный период какой-то, или депрессия просто ушла в такую спящую форму? Ну, вот давайте так рассуждать. У вас до этого были активные желания, вы такой были человек, как говорят, с активной жизненной позицией. Потом, да, был всю жизнь таким. Значит, я думаю, что могло вот что произойти. Стресс настолько был тяжел, и не един, у вас, видите, одна ситуация, потом другая ситуация, потом третья ситуация, что вы сейчас находитесь в подавленном состоянии, ваши желания подавлены. И вам, чтобы оттуда выйти, вы можете начать с психолога. И если вам покажется, что психолога вам не хватает, и вы не можете выйти из состояния отсутствия желаний, а это тоже признак депрессии, отсутствие желаний, то надо идти к врачу и пить препараты, которые, так сказать, возбудят вас жажду жизни. Дело в том, друзья мои, что наличие желаний – это как бы признак здорового человека, когда человек любопытен, интересуется, все время свой нос куда-то сует. Когда человек лежит зубами к стенке и ничего не хочет, то это тоже одно из проявлений депрессии. Депрессий их очень много. То есть они совершенно разного характера. Они не похожи друг на друга. Но я еще раз повторяю, может быть, когда-нибудь мы пригласим доктора и будем вместе с психиатром разговаривать, потому что я не хочу залезать на чужую территорию. Тогда вы меня можете спросить: Михаил, а вы-то тут что делаете? А я вам скажу, что я здесь делаю. Депрессия, она предполагает так называемую еще сочетанную терапию. Что это значит? Когда вы ходите к доктору, пьете колеса, таблеточки, и параллельно ходите к психологу, чтобы решить свои жизненные проблемы. Вот, например, сейчас звонил человек, да? Умерла мама, он потерял работу. Есть о чем поговорить. Кроме лекарств, есть конкретика какая-то, которая происходит в жизни, которую можно обсудить. Кстати, по шкале стрессов 100% это смерть близкого человека. Психиатры цинично дают на отходняк 2 года. Сколько времени человеку в среднем понадобится, чтобы прийти в сознание. А второе место, Александр, как вы думаете, что занимает? Ну, развод наверняка какой-нибудь. Мне прям нравится ход ваших мыслей. Да. И Александр говорит, видимо, сознанием дела. Слушайте, я вообще не особо переживал, может быть, я какой-то странный. Но что примечательно, вот очень много ребят моих лет сегодня звонят, пишут. Вот Павел из Москвы, ему 35 лет, спрашивает: скажите, пожалуйста, бывает ли так, что тревожный синдром или депрессия передаются от близких людей, с которыми живешь? Есть ощущение, что я перенял тревогу или даже депрессию от своей жены, с которой живем уже 6 лет. Хороший вопрос, Александр, я вам скажу. Конечно. Вы можете в философском смысле считать депрессию или тревогу заразным заболеванием, которое не воздушно-капельным путем передается, а знаете как? Образом жизни. Вот вы такой жизнерадостный, такой заточенный, такой живчик, человек, приходите домой,
а все сидят с перевернутыми рожами, кисло смотрят, не разговаривают, не улыбаются. А когда вы пытаетесь поговорить, говорят, как все хреново. Типа, какое солнце? Да какое солнце? Зима завтра уже будет, уже через 5 месяцев зима начнется. Все тлен, да. Да, все тлен, мы все умрем, да. И когда вы находитесь в этой атмосфере, естественно, что очень быстро вы начинаете скатываться в это состояние. А знаете, кто более подвержен? Дети. Дети вообще не могут противостоять. Ребенок, он изначально рождается очень жизнерадостным. Он что-то там улыбается, лопочет, и вдруг он встречается как с железной стеной, даже каменной не назовешь, с родителями, которые не улыбаются, которые мрачные. Вот если вы помните великий фильм «Семейка Адамс», там все улыбались. У них такая загробная улыбка, конечно, но они все радовались, по-своему, конечно. А есть так, как вообще не смешно. И ребенок постепенно начинает обрастать вот этими эмоциями, которые вокруг него, и становится таким же. И взрослый человек то же самое. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Tatьяна, у вас депрессия? Не совсем, я просто хотела рассказать свою историю и хотела вас поблагодарить. В последнее время я очень много слушаю. Ну, начну с того, конечно, у всех с детства идет, и я, в принципе, была против детей. Я как бы с детства знала, что у меня не будет детей, но так получилось. По вашим словам, так как мне было 30, уже надо было рожать. Ну и получилось. Ну, теперь у меня есть ребенок, я очень рада, я очень люблю. Но мы с мужем разъехались. И мой муж не может принять меня как мать. Он все время вот эту агрессию выводит на меня, и иногда еще при ребенке. А вы же с ним разъехались. Кто куда выводит да, уже? Мы уже год разъехались. Ну, а как он успевает, не живя с вами, куда-то разместить свою агрессию? Ну, например, когда мы встречаемся, если передаем ребенка на выходных, например, если он там приезжает ко мне, или я забираю ребенка от него, да, как бы мы же все равно пересекаемся. Я вас понял. Михаил, добрый вечер. Какие яркие отличительные признаки депрессии, чтобы понимать, что причина не в плохом настроении характера, а пора бежать к психиатру? Спасибо, Анастасия, 35 лет. Дорогая Анастасия, у депрессии очень много признаков. Вот агрессия тоже может быть депрессией. Постоянная плаксивость тоже депрессия. А когда вы лежите по 15 часов, спите и встать не можете, тоже может быть депрессия. Когда вы ничего не хотите и не выходите... У меня, не буду называть фамилию, такая известная актриса очень, в возрасте уже, подружка у меня есть. И я ей говорю, пойдемте кофе попьем. А дело было, предположим, в ноябре. И вдруг она мне отвечает, не падайте со стула от смеха, Александр. А давайте, Михаил, вот как снег-то сойдет, думаю, в апреле исходим. Я говорю, в каком смысле? А чего так? Она не выходит из дома до апреля. Вот, а так все ничего, конечно. Это депрессия в чистом виде. Это в чистом виде депрессия. А помните, как у Гоголя я сегодня кофе без вкуса пила? Вот для нормального человека это повод, конечно, идти... Ну, зачем сразу психиатр? Давайте начнем с простых вещей. У вас... во-первых, что хочу сказать. У девочек особенно очень часто меняется настроение. Есть, конечно, заболевание психическое, называется циклотемия, когда прямо оно очень часто. А бывает просто меняется. То ПМС, то как-то шарфик не так сел, да? То левый туфель жмет, не знаю. Вот, короче, как-то вот я себе прям не нравлюсь с утра. Это не депрессия. Это, к сожалению, в рамках женской эмоциональности вот такая смена состояний. То я счастливая, то я прямо хочу плакать. А что делать женщинам в этом? Смириться с этим? Нет, я считаю, что им надо закаливать свой организм. Им надо становиться спортивными, закаляться, ходить, спортом заняться, плавать в прохладном лучше бассейне и так дальше. Потому что не все такие. Помните, опять же, кинопример из фильма «Покровские ворота», я такая вся внезапная и противоречивая. Это такая женская немножко конституция, которая, да, очень легко сносит человека в депрессию. Крепкие люди, психически крепкие, физически крепкие, они меньше, конечно, подвержены таким колебаниям настроений. Но если ваше настроение заколебалось
в сторону негатива надолго, то есть, ну, какая-то была неприятность, но вы всплакнули, пришли домой, легли спать, утром встали, не отпускает. Еще один день прошел, состояние ухудшается, вы опять легли спать. И вдруг вы понимаете, что уже месяц прошел. А как в этом анекдоте, говорит, я все пью, а мне все хуже и хуже, да? И вам прямо становится... Это может быть депрессия, это повод пойти, ну, хотя бы к психологу. Возьмем простую ситуацию. Потеря работы. Женщина, когда теряет работу, она, как ни странно, гораздо быстрее адаптируется к новой ситуации, заканчивает курсы, получает образование, пишет резюме и ходит на собеседование. Что делает мужчина? Правильно. Уходит в запой. Более того, он еще не соглашается на худшую работу, потому что она обременен самолюбием гораздо больше, чем женщина. И тут опять, здравствуй, депрессия. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Мария. У меня такая проблема с депрессиями у мамы моей. Причем это длится уже много лет. Маме сколько лет? Маме 55 будет вот скоро. Так. У нее была довольно тяжелая жизнь, если можно так выразиться. То есть жизнь с алкоголиком. Сама она была домохозяйкой. Денег у нас не хватало всегда, сколько я себя помню. И психика у нее была неустойчивая всегда. То есть у нее часто были истерики, на нас с сестрой часто кричали. Ну, в общем, не очень счастливая история. Папа умер, когда мне было 17 лет. И с тех пор, ну, конечно, когда он умер, был очень тяжелый период. Она ушла там в депрессию, но потом вроде как стало все постепенно получше. То есть она вышла на работу, психика стала более стабильной, она стала себе адекватнее вести, но, к сожалению, недолго длилось счастье. То есть вот... Как вас зовут? Что Мария. Мария, вот я хочу обратить ваше внимание вот на что. Вы говорите, после смерти папы все, так сказать, стало хуже. А вы считаете, жить с таким папой это уже не депрессия? То есть я понимаю, что ваш папа страдал тоже заболеванием депрессивным, алкоголизмом. Чтобы ни у кого не было иллюзий, друзья мои, можете записать у себя это. Алкоголизм, наркомания – это все проявление депрессии. И мама жила в этом, правильно, во всем? Да, да. Жила тяжело. Никуда не уходила при этом, обратите внимание. Еще и не работала. Да. Стоп. Еще и не работала. Она и сейчас моложе меня, но она и тогда не работала. А что такое? Почему она не работала? Ну, отмазка была, что нас с сестрой мы маленькие, за нами надо следить. Вы, наверное, уже в школу пошли, да? Конечно, отмазка. Смотрите, какая история. Да, это тоже нас слушают миллионы женщин во всем мире. И мы тоже должны им кое-что рассказать. Человек здоровый хочет работать. Не в смысле, что он хочет на железной дороге сваи заколачивать кувалдой. Он хочет себя реализовывать, понимаете, да? Да. Я вам сейчас говорю это, лично вам и всем остальным. Я согласна, абсолютно. И когда женщина под любым предлогом не хочет работать, то это неадекватное поведение. Потому что она как личность, как человек себя вообще никак не реализует. Понятно, что дети вырастают, и в каком-то возрасте там мама, она, я не знаю, какую функцию играет. Типа классно, что у меня есть мама. Точка. А уже сопли вытирать не надо никому. А женщина продолжает не работать. Потом обратите внимание, мама жаловалась, что у нас нет денег, и продолжала не работать. То есть депрессия у нее была всегда, чтобы у вас не было иллюзий. Просто сейчас, видимо, она обострилась. Потому что вы так говорите, что типа все нормально было, потом умер папа, потом нет, всегда была депрессия. Я согласна абсолютно. Не было никогда у нас ничего хорошо. Я тут и все ваш вопрос, общем, Мария. К чему мы пришли сейчас? То есть, я сейчас вижу вот те причины, ну вот, как вы говорите, клиническая депрессия. То есть она не моется. Дома жуткий страч, по-другому просто не скажешь. Я уже живу отдельно, она живет одна. То есть даже когда я разгребала вот это вот все, а потом все это возвращается обратно. То есть, ну, бесполезно. Она не хочет работать. То есть она работает какой-то период времени, потом говорит, все, не могу, здоровье не позволяет, и увольняется. То есть я не знаю, что мне делать. То есть мой вопрос в том, что как мне ей помочь. Вы знаете, тут вот в чем проблема. Вот как выглядит наше законодательство в этой ситуации. Если ваша мама имеет риск нанесения ущерба жизни и здоровью своему или окружающих, то ее можно лечить принудительно через суд. Но так как ее действия вообще никому ущерба не наносят, понимаете, да?
Она с топором Да. ни за кем не бегает и тоже себе вены не режет. Правильно? Да, Поэтому правильный ответ – никак. Никак. печально. Но вы можете, как дочь, все разговоры сводить на то, что «мама, я тебя готова поддержать, если ты будешь лечиться». Если ты не хочешь лечиться, дело в том, что трагедия еще в том, что большинство людей не понимает, что они больны, или отказываются признавать заболевание. Ваш папа же тоже не считал, что он больной человек, правильно? Он же объяснял, зачем он пьет. Он же не говорил, что, дети, у меня химическая зависимость, правильно? Вы, наверное, такой первый раз от меня слышите. Ну, люди все придумали конечно, ничего не какие-то... говорил, Да, просто люди придумывают перестали. какие-то истории. Вот про тяжелую жизнь. А ведь эта тяжелая жизнь... У мамы могла бы была тяжелая жизнь, когда она была ребенком. А когда она вышла замуж, это был ее же собственный выбор. Поэтому она могла быть тяжелой, любой другой, например, легкой. Поэтому вы ничем не можете помочь маме, кроме того, что когда мама, она общается с вами, там, звонит, например, вам. Да, мы каждый день созваниваемся. Прекрасно. видимся. Дорогая мама, как только ты будешь лечиться, я тебя поддержу. А сейчас пока. Ну, то есть вы можете Спасибо. и дальше общаться, но вы должны все время направлять... Не надо ее там заставлять или куда-то лечиться. Просто говорите, что вы будете просто рады и счастливы ей помочь. И, может быть, мы дотолкаем маму до доктора. Вот. Это все лечится. Что вы можете сказать о пользе физкультуры для психического здоровья и профилактики депрессии? Спрашивает Алексей из Магнитогорска. Скажу, что это прекрасно. Но, к сожалению, дорогой Алексей, где вы видели радостно рыдающего депрессивного человека на лыжах или в бассейне? Они потому и в депрессии, что они не будут этим заниматься. А в психиатрических больницах, конечно, есть и трудотерапия, и физкультура, потому что много-много лет назад, когда депрессию медикаментозно еще не лечили, то ее как раз лечили через физику. То есть больных нагружали физическими нагрузками, и была знаменитая трудотерапия, про которую Высоцкий писал. А параноики рисуют нолики, шизофреники вяжут веники, а те, кто просто нервные, крепким сном спят, наверное. То есть во всех, в СССР в больницах психиатрических всегда была трудотерапия. Клеили коробки, нанизывали пластмассовые елочки одну ветку на другую. Ну, такую легкую работу делали, но делали. А если ваши близкие страдают депрессией, вы имеете на них влияние, конечно, надо их толкать в сторону бассейна, лыж, хотя бы, чтобы они просто ходили бы, просто по улице гуляли, даже без бега. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Юрий, я город Тверь. Вот вы знаете, я пробовал в жизни вот такие практики, как фиолетово, с гуся вода, ребром ладонь, там вот параллельно носу, пофигу, но вот ничего не помогало. Это все сводилось вот на уровне только вот лингвистических вот слов просто. Фиолетово, ну как слово, с гуся вода, как слово, ребром ладонь тоже как слово, пофигу. А как вот так, чтобы внутрь вот это проникло, или вот изнутра проросло вот этот вот буквальный пофигизм, без кавычек? Спасибо за вопрос. Забыл, как Александр звали? Юрий. Юрий ведь об одном и том же говорит. Обратите внимание. Пофигу, фиолетовый, ребром ладони. Что это такое? Юрий тревожный. Юрий все время пытался вот этими репликами, уйти от того, чтобы переживать из-за чего-то. Вот эти все фразы, которые, они все в одном направлении. Типа «мне все равно», а Юрию было не все равно. И сколько он не говорил, как говорит на Востоке халва, во рту слаще не остановил. Он по голосу беспокойно, его пришлось даже прибрать, чтобы он не особо так распугал наших Дорогой слушателей. Юрий, такая методика вам не подошла, и черт с ней. Давайте займемся тем, что дойдем до психолога хотя бы. Вы тревожный, и у вас никогда не получалось, собственно, об этом и ваш вопрос, просто многие слушатели, может, даже не поняли, что у вас никогда не получалось вот это быть пофигистом. И я вам хочу сказать, что если вы хотите спокойно относиться к жизни, то вам надо эту проблему решить с изменением вашей психики. Та психика, которая есть, она, к сожалению, тревожная. Я вот, когда это было, 11 августа, читал лекцию в шикарном городе Юрмала. Есть такое. На побережье. Кстати, вел передачу с Наташей Олесик, помните такое? Конечно, да, вела в свое время программу «Мишанин» у нас здесь на Да. «Дожде». Вот. Я пришел, где такое радио называется
ВХС... СВХ+, по-моему, СВХ, как-то да. вот так, да. Я сегодня на ВХС, ну, помните, пленка такая была? Вот. Так я сказал на этой лекции, и вам это тоже должно быть полезно сегодня к теме, что, к сожалению, люди с тяжелым характером не бывают счастливые. Вот тревога, то, о чем Юрий спрашивает, она не дает возможности человеку вот так вот сказать не фиолетово и быть счастливым. Поэтому, если вот так не получается, Юрий, значит, идите, ну, не к врачу, сначала к психологу. Сообщение в WhatsApp пришло от Игоря. Переживаю развод после измены жены и ее ухода. 6 лет жизни. Любимая дочь и жена. 100% доверие. Уверенность в счастливом браке и полноценной семье. Все вмиг исчезло. Осталась жуткая боль и обида. Как быть? Вот если бы я в качестве психолога... Кто нам пишет? Игорь. Игорь. Вот принимал бы Игоря у себя на приеме, да? Знаете, с чего бы я начал? Игорь заявляет следующее. Жил 6 лет, все было хорошо, и вдруг, да? Не бывает такого. Я уже, слава богу, лет 35 как работаю. Я знаю, что очень многие люди именно так формулируют, что были все прекрасно, и вдруг вот раз, и там и жена, не знаю, ушла, изменила и так далее. И вдруг говорит, и ты вообще никогда не любила. И мы бы, когда с Игорем начали вспоминать его семейную жизнь, то рано или поздно Игорь бы наткнулся на то, что все было вообще не так. Что давно было понятно, что все идет к разводу. Почему-то Игорь этого не замечал. Вот это уже другой вопрос. Когда люди прячутся от реальности, бегут от реальности, не замечают реальность, потому что не хотят. И когда доходит уже до того, до чего дошло Игорь, он говорит, а как так? У нас так все хорошо было. Так не бывает. Вот просто так кирпич на голову в основном в кино падает. Или если вы все время стоите на кирпичном заводе под кирпичами. Слушайте, я с вами согласен. Измену, мне кажется, очень сложно скрыть. Не в этом дело. Измена, вот не бывает так, Александр, что вы обожаете свою жену. Она вообще души вас не чает, а вдруг она вам изменила. Вот был гениальный, кстати, фильм, единственный, с Высоцким, Прокловой и Золотухиным, где примерно вот так было. Но в реальной жизни эта измена, она, ей что-то предшествует, да, то есть отношения уже как-то не так. Это уже не, тем более развод. Не бывает так, что люди живут душа в душу, потом раз и разводятся. Другой вопрос, что одна из сторон не видит и не замечает того, что происходит. И когда человек с помощью психолога начинает понимать, что все было не так радужно, как ему кажется, что с ним происходит, он вдруг понимает, что не надо себя жалеть, что ты это все видел, и ты это отвергал. И это, в общем-то, возьми на себя ответственность. Скажи себе, ну да, если честно, мы уже в последнее время жили с ней плохо. И тебя отпустят, тебе не будет так больно. И так непонятно, почему вдруг это с тобой случилось. Но для этого и нужны психологи. Поехали дальше. У нас еще звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Настя. Я вам уже как-то звонила. Город Чикаго, Михаил. У меня такой вопрос. Вы как-то в своем эфире говорили, что вот если вам не хочется тащить себя в тренажерный зал, не тащите. И вы даже говорили, даже вот есть люди, которые потом чувствуют себя очень хорошо, но это все равно не так, да? То есть я правильно вас поняла? Просто так много людей звонят, говорят, вы говорили, а вы говорите, нет, я такого не говорил. Смотрите, я говорил две вещи. Не хотите в тренажерном зале, не ходите, но... Настя, слышите меня? Да. Если сегодня, внимание, если сегодня вы прямо хотите попасть завтра в тренажерный зал и говорите себе, завтра прямо сразу после работы побегу, а завтра вы передумали, вам придется идти. Это уже другое правило, называется, нельзя менять свои желания. Ведется их до конца. Но заниматься физкультурой... Вы в США живете, да? Да. Вы в США все завернуты на самосовершенствование, да? На улучшение самого себя, я правильно понимаю? Есть такая национальная идея, больше зарабатывать, делать карьеру, покупать дороже машины, дома и так далее. Или в Чикаго у вас не так? Чикаго это не Нью-Йорк, он отличается именно тем, что люди больше ценят какие-то другие вещи. Спокойнее, да? Повернут на этом, поспокойнее, да. Чикаго это что для России Питер, то для Америки Чикаго. Это больше культурный такой город. Я хочу там Чикагский знаменитый университет, в котором на физмате первые 1,5 года литературу, спасибо, изучают. Я вот что хочу сказать, что отчасти это как национальная идея американская, что, надо куда-то все время расти и двигаться. Вы знаете, она здоровая, потому что это лучше, чем бухать и лежать зубами к стенке, но
Она мне напоминает такого кролика или зайчика, который все время бежит за морковкой. Это бесконечный процесс атака годовой доски. Я не люблю курсы личностного роста. Я против самосовершенствования. Я не перевариваю выход из зоны комфорта и все остальное. Потому что, как сказано в этой великой шутке, таким, как ты есть, тебя принимает кто, Александр? Правильно, только земля. А ты себя сам должен принять таким, как ты есть. И делай то, что ты хочешь. И когда ты делаешь то, что ты хочешь, ты и так, как бы сказать, как личность, но в моем понимании над собой растешь. Но это очень сложная история, непростая, потому что большинство людей уверены в том, чтобы что-то добиться, надо что-то делать. Давайте я скажу еще одну интересную вещь, которую я не успел вам сказать. Депрессия редко бывает вот так сразу. Да, когда какая-то смерть близкого человека, развод. Кстати, я так Александру не договорил, развод второе место после смерти. Да, мы выяснили. Да, уже, говорил, конечно. Да, 75%. Так вот, друзья мои, а если смерть за 100 принята? Я вам расскажу, как это бывает в развитии. Сначала бывает астения. Астения – это когда желание ваше все меньше и меньше, воля все меньше и меньше. То есть, что я имею в виду? Ничего не хочется, и, в общем-то, и сил нету. Вот так начинает постепенно развиваться астения. Сужение желаний, сужение интересов, уже не так весело. И если на этом этапе не поймать себя и не пойти хотя бы к психологу, психолог грамотный всегда направит там, к психиатру. Вот. А если не поймать себя, то дальше это от того, что вы ничего с этим не делаете, разовьется в депрессию. Депрессия – это гораздо хуже, чем просто астения. Астения – это то, что бывает перед депрессией. Звоночек у нас? Да. Здрасте. Говорите вы в эфире, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, и вот такой у меня вопрос. Мне сейчас 35 лет, и 10 лет назад у меня случилась любовь всей моей жизни, но взаимности не было. И человек мне открыто об этом сказал, мы расстались. Я это очень трудно переживала, но тем не менее пережила, замуж вышла, ребенка родила, в общем, жила. Потом так случилось, что в итоге я развелась, и буквально спустя несколько месяцев я случайно встретила этого человека, спустя 10 лет. И закрутился роман, он клялся мне в любви, просил прощения, сказал, что все, ну, понимаете. Сначала не верила, но потом поверила, это длилось несколько месяцев, и все было хорошо. Но у него была депрессия, он собирался в кругосветное путешествие, чтобы найти себя. Ну и вот он уехал в один момент и пропал, и больше он не пишет, не звонит, ничего не объяснил, и я ничего не знаю. А в чем вопрос? Вопрос в том, стоит ли мне разыскивать его, чтобы поговорить с ним, или нужно как-то самостоятельно с психологом это прорабатывать? Ну, во-первых, нужно к психологам, потому что если будете его разыскивать, вы сами будете в депрессии. И если вы позволите, я вам расскажу, что это на самом деле означает. Никакой любви здесь нет ни с чьей стороны вообще. Ситуация следующая. Первое. Есть люди, которые любят тех, кто их не любит. У них это с детства, от того, что родители там мало обращали внимания. И Лена, как раз Лена, да? Она как раз такой человек. Она сказала, я встретила любовь в своей жизни, которая была без взаимности. Вы знаете, любовь, которая в здоровом смысле, она бывает только взаимная, она не может быть невзаимной. А вот зависимость психологическая может быть без взаимности. Дальше. Человек Лену отверг. Лена поступила как? Она вышла замуж за человека, которого она тоже не любила. Типа от отчаяния, от того, что вот надо как-то жить и так далее. Тоже не сработало, и не должно сработать. Лена развелась. Через 10 лет этот парень уже в депрессии, говорит, Лена, люблю не могу, и за что ты извинился? За что он должен извиниться? Он что, был обязан Лену полюбить, что ли? Да не за что извиняться. Но не бывает так, что человек не любит, потом вдруг полюбит. Ну, может быть, после трепанации черепа, там, лоботомии, а так нет. Так оно и получилось. А у него была депрессия, ему нужен был человек, за которого может зацепиться. Кстати, у людей с низкой самооценкой всегда есть потребность, чтобы кто-то был в трудную минуту. Даже ты его не любишь, но чтобы ты знал, что он у тебя есть. Ну, так это и произошло. Лена, он сказал, люблю, не могу. Лена по второму разу наступила на те же грабли, после чего оказалось, что это грабли. Он опять исчез. И Лена спрашивает, что, можешь найти его? Если Лена хочет впасть в глубокую депрессию, найти. А если хочет вообще жить счастливо и перестать влюбляться в людей, которым она не нужна,
то, конечно, идти к психологу. Друзья мои, очень мало времени, я коротко скажу. Не запускайте себя. Если вы чувствуете, что у вас плохое настроение, это не проходит неделями, надо идти к психологу. Если вы чувствуете, что у вас состояние уже такое тяжелое, что вы ничего не хотите, перестаете за собой следить, не выходите из дома, надо идти к психиатру. Вообще не бойтесь врачей в белых халатах, потому что дело не в том, сколько вы проживете, дело в том, что вы все годы, которые у вас есть, прожили счастливо.